Всем привет, с вами снова я, Саша, он же Пых, это значит, вы на канале о жизни и работе в Японии. Сегодня конкретно поговорим о работе в Японии, о моменте, который в последнее время привел к тому, что мне присылали немало сообщений по теме работы в Японии. Видимо, наткнулись на группу, скажем так, на группу объявлений о работе в Японии, и там очень много подвохов, очень много того, о чем стоит поговорить, чтобы вы были предупреждены и не попали в неприятную ситуацию, о которой я сегодня тоже расскажу, когда человек реально теряет рабочую визу и его выдворяют из страны. Что же за объявление? Вообще, то есть в сети сейчас гуляет целая группа объявлений, но они похожи сами по себе. Из того, что мне присылали, да, в сообщениях, это Facebook, это даже некоторые посты в сообществе на каналах YouTube. Ну вот да, блогеры, видно, вообще уже потеряли, получается, стыд, рекламируют все, что угодно, потому что те ребята, которые остались в Японии, считают себя блогерами, у которых нет постоянного заработка, идут сейчас на все, чтобы хоть как-то что-то заработать в Японии и остаться здесь жить. Ну, я никогда этим не занимался, никогда заниматься не собираюсь, потому что я не хочу, чтобы вы обманывали себя потом в последующем, да, даже если хотели жить в Японии, а вам пришлось бы возвращаться на родину, причем, возможно, даже в не самом приятном форме, потому что вас могут просто-напросто пнуть из страны и запретить въезд в Японию на сроком до 5 лет. Так вот, суть объявления следующего вида. Ищется мальчишки и девчонки, которые находятся в Японии уже, то есть являются резидентами Японии, либо те, у кого есть уже своя рабочая виза. И вот им предлагается работа. Самое популярное, то, что я видел, это авторазборки, это стройка. Причем стройка, знаете, не где-то там в Токио, а где-то в какой-то деревне, там чуть ли не Гифу, еще какие-то деревни. Причем там обещают, что и проживание, и питание бесплатно, и будет хорошая зарплата. Но на самом деле все очень-очень плохо и намного хуже, чем там обещают. Но об этом чуть поподробнее в данном видео, чуть позже все это будет. Что здесь опасно? Дело все в том, что ребята, мальчишки и девчонки, которые приезжали изначально до пандемии, да, когда был туризм развит, когда можно было приехать в страну, они являлись как раз таки вот этой вот категорией, которые были самые благоприятные для таких подобных работодателей. Ведь работать по туристической визе в Японии запрещено, но если вас не спамают, то типа как можно. И многие из этих, кстати, работодателей, которые объявляют такие объявления, они в этом типа и уверяют. Причем обещают опять-таки, да, вам проживание, обещают вам питание, хорошую зарплату. Но почему для них это выгодно? Все дело в том, что если устраивать официально, да, что японца, что иностранца с рабочей визой, вам нужно будет платить, соответственно, медицинскую страховку, медицинские взносы, там еще какие-то страховки тоже возможны. И это большие траты, реально большие траты. Ведь если вы не работаете, например, студент, да, то медицинская страховка составляет порядка 1500–2000 йен в месяц. Ну, в среднем, то есть в зависимости от префектуры она будет отличаться. Если же вы начинаете работать, то она моментально поднимается, причем поднимается до сумм примерно 10–15, может быть даже 20 тысяч йен в месяц. То же самое касается и пенсионных взносов. Если вы не работаете, в принципе, вы можете их не платить, потому что нет дохода. Если вы начинаете работать, то нужно платить максимальную, получается порядка 16 500, что ли, 16 600, сейчас точно не знаю. И вот сами понимаете сами, да, что если, допустим, вместе ставить 16 500, пусть 10 тысяч месяцировка, 26 500. Каждый месяц фирма должна эти суммы, естественно, отчислять в бюджет страны. Если же вас нанимают по туристической визе, это экономия. Даже за эти 3 месяца экономит довольно большую сумму. А представим, такой человек, например, 10, да, нанимает фирма, а если 20, соответственно, экономия очень-очень хорошая. Второй момент здесь это, естественно, меньшая зарплата по сравнению с японцами, по сравнению с официально устроенным, потому что никто вам не будет платить хорошие деньги. Это все, конечно же, голяк, это надувательство. И зачастую в таких случаях платят порядка 7, 8, может быть даже 9 тысяч в день. Хотя японцы, да, например, допустим, если мы говорим о стройке, должны платить на старте порядка 10, 11, порой даже 12 тысяч йен. Разница существенная. Я знал ребят, китайцев, которые работают даже за 5500, за 6000. Но для них, они с какой-то глухой деревни, да, из своей страны приехали. Для них это реально большие суммы. И они готовы работать за эти деньги, потому что, вот, допустим, даже если по туристической визе, за 3 месяца они заработают довольно-таки неслабую сумму, вернуть себе, да, на родину, и, возможно, даже там
заживут, все у них будет хорошо и прекрасно. Но это нарушение закона, это нарушение визового режима. И если даже вас не споймают, то, понятное дело, вам придется возвращаться. Есть ребята, которые после этого, например, после 3 месяцев остаются в overstay, то есть без визы, остаются жить и работать в Японии, скрываясь, постоянно находясь в страхе. Я не считаю, что это прям вот такая шикарная, хорошая жизнь в Японии. Жить постоянно в страхе того, что тебя споймают, это, конечно, не самая приятная вещь. Окей, с туристами разобрались, хотя сейчас в Японии их практически нету. Вот да, с 10 июня начнут пускать групповые туры из России в том числе, начнут приезжать мальчишки и девчонки, но я сомневаюсь, что там будут давать визу на 3 месяца, ну вот не верю я в это. И я думаю, все-таки появятся те, кто захочет в Японии остаться, после этого overstay, возможно, начнут бегать, возможно, начнут искать подработку. Как раз таки вот отсутствие таких туристов, да, работодатели, которые дают объявление, да, вот эти вот, что резиденты, либо те, у кого есть своя рабочая виза, это лакомый кусочек, которых они хотят использовать. Есть у нас еще 2 группы резидентов, это супруги, да, те, кто вступил в брак с гражданином Японии, и те, у кого есть студенческая виза. Те, у кого супружеская виза, могут не переживать, потому что виза позволяет работать везде. Вам ничего не будет, единственное, что если вы не оказываете какие-то там услуги интимного характера, там могут арестовать, там могут посадить. Если вы же иностранный студент, то у вас должно быть разрешение на подработку. Если разрешение на подработку, вы подрабатывать и работать, в том числе, естественно, не имеете права. Если работодатель вам говорит о том, что все будет нормально, не верьте ему. Потому что работодатель максимум, что получит, это штраф. Вот реально, я не знаю ни одного случая, вот сколько я живу в Японии, смотрю японское телевидение, новости, там, скандалы различные с работодателем и так далее. Ни одного случая нету, чтобы посадили работодателя, незаконно использующего иностранцев, студентов, в том числе там рабочие визы и прочее. Максимум штраф, вот реально, только штраф. И потом он, заплатив этот штраф, опять же наймет иностранцев, опять же будет получать хороший доход. Вы же в худшем случае будете вынуждены уехать из страны, возможно, даже с депортацией до срока до 5 лет. Вот я всегда говорю эту сумму 5 лет, понимаете, вы лишитесь возможности приехать в страну восходящего солнца на 5 лет, а возможно, за эти 5 лет у вас все поменяется, и вы уже передумаете снова приезжать. То есть ваша мечта, она развалится, да, разлетится на кусочки, поэтому не рискуйте в данном случае. Лучше найдите подработку где-то, да, если вы иностранный студент, там в комбине, либо на каком-то заводе бента. Вот как мне писали несколько недавно ребята, что нашли комбине, потом там KFC, Макдональдс, кто-то даже нашел подработку в фирме программистом, да, там несколько человек работает. Вот, пожалуйста, можно найти, но не клюйте такие объявления, я реально говорю, не советую вам туда суваться. Следующий момент у нас последний остался, это резиденты, у которых есть своя рабочая виза. Рабочая виза, как я вам рассказывал, дается конкретному предприятию в конкретной сфере. То есть, если, например, вам фирма оформила вам рабочую визу, то вы имеете право работать только в данной фирме, вот, потому что она является вашим гарантом. Если вам говорят, что вот приходи с своей рабочей визой, мы тебе дадим работу, ты будешь получать намного больше, это говорит о том, что фирма уже что-то от вас скрывает, потому что нормальная фирма, где большой штат сотрудников, все хорошо с налогами, там доход нормальный, все прочее, она может сделать рабочую вам визу. Если она говорит, что не может и нужна ваша виза, значит, она уже что-то скрывает. Почему им удобно? Потому что, я еще раз говорю, она может вас неофициально устроить в штат. Вы будете подрабатывать, да, работать, да, по вашей рабочей визе, которая есть от другого предприятия. Но при этом она не будет, например, платить за вас страховку, еще раз говорю, да, медицинские выплаты. Это порядка 30 тысяч в месяц. Соответственно, за год, например, будет работать там, если у вас, допустим, виза на год, да, она сэкономит реально большие суммы денежных средств. А если таких ребят, например, там 100 она найдет. Есть такие пирамиды, они тоже были, и я знаю ребят, которые таким образом очень сильно, ну, вот реально были обмануты. Была фирма русскоязычная, как с японцев построили ее. Они наняли порядка 50 русскоязычных ребят из России, Беларуси, других стран СНГ. Они работали там порядка 2 лет, и в последующем фирма просто-напросто закрылась, и ребятам сказали, ну все, давайте, до свидания. И ребята, более того, последние несколько месяцев, они даже не получили зарплату, их выгнали с места проживания, потому что там, как в общежитии было, оно
просто-напросто закрылась, и пришли японские власти, там какие-то, говорят, ну все, выходите и счастливо оставаться. И ребята вот не знали реально, что им делать в последующие 2 месяца. Кто-то там решил незаконно остаться, кто-то начал искать себе японку, японца для того, чтобы оформить супружескую визу. Вот. Это момент, когда русскоязычные обманули таких же русскоязычных. Я к чему это говорю, потому что авторазборки, да, которые популярны были и сейчас еще, да, это тот же самый момент, когда русскоязычные пытаются нажиться на других русскоязычных и говорят, что да, вот, да, работайте, все нормально, ничего вам не будет. Будет, ребята, вот реально будет, не рискуйте, еще раз говорю, не рискуйте. Лучше, наверное, да, приезжайте, оформитесь иностранным студентом, там, студентом языковой школы, попробуйте себя в этом, попытаясь найти работу. Тем более, если у вас есть высшее образование, да, вот мне писали ребята, есть высшее образование, я, например, смогу работать на стройке. Конечно, сможете, приезжайте в Японию, ищите работодателя, ведь не обязательно работать по той же специальности, что будет у вас указано в рабочей визе. Главное, чтобы было высшее образование и вам оформили рабочую визу. Даже, кстати, есть на YouTube ролик такой, уже не помню какого блогера, что вот парень имеет высшее образование в той сфере, а работает совсем по другой специальности. Но диплом, да, высшее образование позволит ему оформить рабочую визу. Соответственно, он законно работает в Японии, ничего он не нарушает. И это очень хорошо, ведь еще такой вариант, да, то есть легально остаться в Японии и не работать по своей специальности. По-моему, так это довольно-таки здорово. Дорогие друзья, товарищи, други, чтобы вы понимали, для чего я снял данное видео, я как человек, который живет в Японии уже более 11 лет, человек, который работает в японской компании уже более почти 10 лет, человек, который женат на японке, имею большой опыт в различных сферах, касаемых Японии. Я знаю много моментов, которые другие блогеры не рассказывают. Вот реально, знаете, немало блогеров, я думаю, вы понимаете, которые живут в Японии, но они скрывают очень много различных моментов, касаемых жизни Японии. И опять-таки, на данных объявлениях тоже пытаются как-то нажиться, получить доход, и им плевать, что будет с вами потом. Вот реально таких сервисов тоже, которые отправляют в Японию, они вот реально вот получили от вас денежки, да, там получили они потом кэшбэк, так называемый, да, от языковых школ, а дальше делайте, что хотите. Единицы там потом будут вас как-то поддерживать, выходить на связь. Эти все случаи, они есть в интернете, если поищите, вы найдете. Их немало, и они там затираются, но они все это есть. Особенно, допустим, если поискать ВКонтакте, да, там группу, которая в Японии, там вам расскажут о том, как блогеры, все эти школы дурят, пытаются там выкачать с вас дополнительные деньги. Но сегодня не об этом. Сегодня о том, что вот эти объявления, если вы увидите, да, вот, например, ищется резидент, либо человек, который есть своя рабочая виза в Японии, представляем работу на стройках, на авторазборках и так далее, не клюйте на них, игнорируйте их и проходите просто-напросто мимо. Не связывайтесь с этими людьми, потому что в любом случае вас там просто-напросто обманут, и ничего хорошего из этого не выйдет. У меня на сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорых встреч. Пока.